Надо дождаться, когда Эпсилон Эридана начнет пылать, а температура на планете раскалится до того, что кровь вскипит, тогда можно вылетать. Так птички не смогут использовать инфракрасный спектр для поиска, и у меня есть шанс проскользнуть. И нет права на ошибку. Концерн Йоккаи уже по окончанию Большой войны с земной гегемонией оставил на бете Эпсилон Эридана свой рабочий завод-крепость с самовоспроизводящимися зондами фон Неймана. Они исправно поставляли ископаемые, вот только боевой режим с завода никто не снял. И жители планеты оказались в ловушке. Дроны быстро уничтожили города и загнали выживших под землю. Никто не вспомнил о нас. Мы жили в сотах, небольших кластерах пещер, разделенных огромными расстояниями. Сильнее всего по нам ударила потеря технологий. Каждая сота сохранила лишь часть знания, что на долгие годы отбросило нас назад. Прямая связь между пещерами была невозможна. Птички, боевые патрульные дроны либо глушили ее, либо сигнал компрометировал поселение, и буры уничтожали его за считанные часы. И единственным способом связи были бегуны. Нашей задачей было достигнуть безопасного расстояния до соседней соты и выйти на частоту в 30 МГц с приемником. Дальше требовалось выжить. Ровно настолько, чтобы передать сообщение. Я вез самое важное сообщение за десятилетия. Наша сота наконец-то разработала калибрующую программу для ионного двигателя, рабочий прототип которого построили в Соте-17. Это был наш шанс отправить старый прогулочный корабль прочь с планеты и передать сообщение о трагедии на бете Эридана на Землю. Птички нашли меня на плато Бимы. Мне оставалось передать еще 8% информации, но рядом посыпались взрывы. Я включил переносной рэп и рванул прочь. Я не мог дать им шанс засечь соту. Мы получили лишь 92%, но вместе с данными пришел сигнал, что буры засекли соту и направляются к нам. У нас не оставалось выхода. Мы запустили нашу нейросеть и сгенерировали недостающую калибровку. В корабль посадили меня, Риту и Барема, как единственных инженеров связи. Мы стартовали, когда буры прорвались в главный зал. Преодолев атмосферу, корабль вышел на геостационарную орбиту, когда в двигателе что-то взорвалось. Не засечь наш старт было невозможно. Скоро за нами прилетят птички. Рита подошла к радиомаяку и принялась повторять заученную фразу: «Мы — жители беты Эридана. Мы в ловушке боевой станции Йоккаи. Тот, кто услышит нас, помогите. Координаты нашей соты...» Она замолчала, а затем начала сначала. «Мы, жители беты Эридана, в ловушке боевой станции. Тот, кто услышит нас, помогите». Незарегистрированный радиосигнал пришел на станцию в точке надир тройной системы Эпсилон Эридана прямо перед началом пересменки. Сообщение расшифровать не удавалось. Я запустил проверку, но тут же на связь вышел завод и сообщил, что произошел штатный сбой. Я пожал плечами и удалил лог. Почему я должен нести за все ответственность? Да, я ленивая свинья, но теперь я точно не опоздаю на шаттл к Земле. Вы не представляете, как долго я мечтал наконец сбежать из системы Эридана.